сером, слегка мрачном дворе большого многоэтажного жилого массива стояла одна одинокая фигура, худощавая рыжая собака с лохматой спутанной шерстью. Ее глаза, глубоко посаженные и блестевшие в тусклом свете, казались наполненными усталостью и тишиной прожитых дней. Ветер тихо шуршал, поднимая пыль и сухие листья, что покрывали трещины на старом асфальте. Осень давно вступила в свои права. Влажный холодный воздух обволакивал дворы и узкие улочки, и каждый звук казался приглушенным и таинственным. Собака медленно бродила между мусорными баками и старой лавочкой, которую облюбовали местные подростки. Она не принадлежала никому, была бездомной и забытым существом. Никто не называл ее по имени, никто не гладил или заботился о ней. Она просто была часть дворовой жизни, тени, которую все старались не замечать. Жизнь на улице – это ежедневная борьба за выживание. Рыжий знала это лучше, чем Кталеба. Ее тело покрывали рубцы и шрамы, полученные в драках с другими собаками или от неудачных попыток найти пищу. Ее кости выпирали под кожей. Голод и холод оставляли неизгладимый след. Люди, проходящие мимо, смотрели на нее с жалостью или даже с презрением, бросали палки и камни, прогоняя прочь. Но она не огрызалась, не рычала. Она научилась молчать и прятаться, будто боясь исчезнуть вовсе. Но в этом дворе была одна особенность – 6-й этаж одного из зданий. Там жила девочка, маленькая, веселая, с рыжими косичками и искрящимися глазами. Она часто стояла на балконе, смотрела вниз и, заметив собаку, громко звала ее. «Рыжий! Привет! Смотри, я тебе булочку кину!» Сначала Рыжий боялась приближаться. Она остерегалась людских рук, резких движений, громких звуков. Но с каждым днем голос девочки становился все теплее и добрее. Он будто становился якорем в ее шатком мире. И однажды, собрав всю храбрость, она подошла ближе, взяв в пасть крошечный кусочек хлеба, который ей бросила девочка. Эти маленькие моменты, тепло рук, запах хлеба, звуки детского смеха стали для нее источником надежды. Рыжий впервые почувствовала, что, возможно, где-то существует место, где ее ждут, место, где ее любят. Дни менялись, как листва под ногами, но одно оставалось неизменным. Каждый день Рыжий приходила к двору, чтобы услышать знакомый голос и посмотреть на свет в окне, где жила девочка с рыжими хвостиками. С каждым новым днем та тонкая нить, что связывала Рыжего с девочкой, становилась все крепче и глубже. Его сердце, долгое время запечатанное холодом одиночества, начинало трепетать от первых искр доверия. Девочка, Лиза, словно лучик света в бескрайнем сером мире, манила его к себе своими звонкими словами и простыми радостями детства. Каждое утро она выходила на балкон, поднималась чуть выше, чем обычно, и громко звала его по имени, чтобы он точно услышал. «Рыжий, пойдем гулять». И несмотря на холод, грязь и усталость, Рыжий не мог устоять. Он выходил из своего укрытия под старой лестницей или за мусорными баками и медленно, но уверенно шагал в сторону двора. Он еще не подходил близко, боялся резких движений и не доверял людям. Он все еще помнил, как его прогоняли, как бросали в него камни и кричали. Но булочка, брошенная с высоты, была манящим подарком, символом дружбы, которому он не мог устоять. Он аккуратно подбирал кусочек, не спеша озираясь вокруг. Иногда Лиза тихо смеялась, видя его осторожность. Для нее Рыжий стал не просто собакой с улицы. Он был ее тайным другом, хранителем маленьких секретов, спутником в длинных часах игр и выдуманных историй. Она рассказывала ему о своем дне, о школе, о друзьях, о том, как ей скучно и как она мечтает о собаке, которая будет всегда рядом. Рыжий слушал, не понимая слов,
но чувствуя эмоции в голосе Лизы, радость, грусть, волнение. Его глаза загорались, когда она говорила ласково, и он медленно поднимал голову, глядя вверх, где светился ее балкон. Мать девочки, наблюдая за этой странной дружбой, испытывала смешанные чувства. С одной стороны, опасения, чужая собака, неизвестная и непредсказуемая, могла навредить ребенку. С другой, радость видеть улыбку на лице дочери и то, как животное меняет ее настроение. Она не вмешивалась, позволяя этому чуду случиться. Внутри женщины тихо зарождалась надежда, что, возможно, эта собака – тот самый маленький ангел, который придет в их жизнь и поможет всем стать чуточку лучше. Рыжий все чаще задерживался во дворе, не убегал при каждом резком звуке. Иногда подходил ближе к лестнице, где сидели дети, не боялся взглядов и шумов. Его тело становилось сильнее, а сердце теплее. Он понял, что такое дружба и что такое доверие. И это было началом новой жизни. Жизни, в которой он уже не был одинок. Утро того дня начиналось как обычное. Серое, влажное и немного холодное. Туман застилал город, словно невидимая пелена, придавая улицам загадочный и немного мистический вид. Рыжий, проснувшись в своем укрытии под крыльцом одного из домов, медленно растянулся и приоткрыл глаза, впитывая первые звуки просыпающегося города. Несмотря на усталость и боль в переломанной лапе, он знал, что должен идти к знакомому двору, где, возможно, услышит голос Лизы, единственный свет в его непростой жизни. Двор казался пустынным и холодным. Едва слышались первые гудки автомобилей, запах сырости и опавших листьев наполнял воздух. Рыжий тихо подошел к клумбе, которую девочка так любила украшать летом, и взглянул вверх, на 6-й этаж того самого дома, где жила Лиза. Вскоре девочка появилась на балконе в своей ярко-розовой куртке с большими пуговицами. Ее рыжие косички развивались на ветру, а в глазах светилась радость и ожидание встречи с другом. Она громко звала: «Рыжий, я приготовила для тебя булочку. Прыгай». Рыжий поднял голову и внимательно смотрел вверх. Его сердце забилось сильнее. Казалось, сейчас все будет как всегда. Небольшое чудо дружбы и взаимного доверия. Но вдруг ветер усилился. Холодные порывы ворвались во двор. И Лиза, забыв про осторожность, наклонилась слишком далеко через перила балкона, пытаясь бросить угощение. В мгновение ика ее. Все маленькое тело сорвалось вниз. Время словно замерло. Все вокруг растянулось в долгую, тягучую секунду. Рыжий не раздумывал ни секунды. Он бросился к месту падения с невероятной скоростью. Его инстинкты работали безотказно, словно кто-то вел его невидимой рукой. Когда девочка падала, он прыгнул вверх и подставил свое тело. Удар был жестоким, но он принял всю силу на себя, свернувшись и смягчая падение. Лиза упала прямо на Рыжего. Ее тело смягчило его шерсть и мощные лапы. Вокруг воцарилась тишина, звонкая, пронзительная, наполненная ужасом и надеждой одновременно. Ветер стих, листья застыли в воздухе, а люди, выходившие на шум, затаили дыхание. Только потом раздались первые крики. Горячие крики эхом разнеслись по двору, тревожно пронзая утреннюю тишину. Люди, услышавшие шум и падение, быстро выбегали из подъездов, расталкивая друг друга, спешили на помощь. В воздухе повисло напряжение. Никто не мог сразу понять, что именно произошло, но тревога сковывала сердце. Мать Лизы была первой, кто бросился к месту происшествия. Она, дрожа от страха, нахмурилась и, увидев свою дочь на земле, рванулась к ней, словно желая защитить от всего мира. Девочка лежала на боку, ее маленькое тело дрожало. Лицо было бледным, но она пыталась дышать.
Ее глаза блестели от слез и страха. «Лиза, дорогая!» Ее голос дрожал от волнения и страха. «Ты в порядке? Говори со мной». Девочка едва шевелилась, но вскоре услышала голос мамы и начала тихо плакать. Это был знак жизни, крошечное подтверждение того, что все еще можно исправить. Люди вокруг начали звонить в скорую помощь, стараясь помочь, кто чем может. Рядом на асфальте лежал Рыжий. Его шерсть была взъерошена, грязна, а с пасти капала кровь. Его глаза медленно открывались, излучая усталость, но и невероятную решимость. Он лежал неподвижно, словно истекающий героизм, принявший на себя удар, чтобы спасти маленькую жизнь. Он спас ее. С трудом выдохнула одна из соседок, ее голос дрожал от восхищения и трепета. Свидетели происшествия, которые стояли в стороне, подтвердили, именно Рыжий подставился под падение, принял на себя удар. Его поступок был подвигом в самом чистом смысле, безмолвная жертва ради другого. Скорая помощь приехала быстро, и врачи аккуратно подняли девочку, убедившись, что она жива и все еще в сознании. Рыжего положили на носилки, укутали теплым одеялом, чтобы не замерз. Он, несмотря на травмы, пытался подать знак, что с ним все хорошо, едва заметным движением хвоста и тяжелым дыханием. Новость о подвиге Рыжего моментально разнеслась по двору, затем по всему району, а вскоре и по городу. Камеры наблюдения запечатлели момент падения и героического спасения. Видео разлетелось по социальным сетям, собирая сотни тысяч просмотров, сотни комментариев, полных восхищения и благодарности. В этот день Рыжий перестал быть просто бездомной собакой. Он стал символом надежды, верности и невероятной силы духа. Дни, последовавшие за трагическим событием, стали настоящим испытанием для Рыжего и всей семьи Лизы. После того, как врачи оказали первую помощь и девочка была госпитализирована, все внимание переключилось на хрупкое тело рыжего пса. Ветеринарная клиника, в которую его доставили, наполнилась заботой и тревогой, ведь было понятно, раны глубокие, травмы серьезные, и только время и внимание смогут вернуть ему силы. Его шерсть, ранее покрытая грязью и пылью, постепенно очищалась, открывая под собой сильное и уставшее тело. Сломанная лапа была аккуратно зафиксирована в гипсе, а многочисленные ушибы и порезы залечивались. Несмотря на боль, Рыжий проявлял невероятное мужество. Он не жаловался, а своим тихим взглядом благодарил каждого, кто приходил к нему с добрым словом и лаской. Маленькая Лиза, находясь в больнице после перенесенной травмы, каждый день просила маму привести ее к Рыжему. В ее детском понимании они были связаны навсегда. Спасенная жизнь и спаситель, словно две стороны одной медали. Девочка приходила к нему с книгами и игрушками, сидела у клетки и рассказывала о своих мечтах, планах и маленьких радостях, словно веря, что эти слова помогут вернуть силу их новому другу. Рыжий реагировал на нее. Его глаза становились ярче, хвост двигался медленнее, но увереннее. И даже когда он был слишком слаб, чтобы подняться, он пытался приблизиться, чтобы почувствовать тепло маленькой руки, поглаживавшей его через прутья клетки. Новость о герое двора не оставалась в стенах больницы и клиники. Жители города, тронутые подвигом бездомного пса, стали проявлять невероятную поддержку. В социальных сетях появились сборы средств на лечение. Добрые люди приносили корма и теплые вещи в ветеринарную клинику. Администрация района, вдохновленная историей Рыжего, приняла решение провести благоустройство двора, который теперь стал символом дружбы, надежды и человеческой доброты. Вскоре во дворе начали появляться новые скамейки, цветочные клумбы и уютные уголки для отдыха. Каждый, кто проходил мимо, останавливался у памятного камня с надписью: «В память о Рыжем, герое двора».
который ценой своей жизни спас ребенка. Для самой семьи Лизы эти перемены стали началом новой главы. Они решили не отпускать Рыжего обратно на улицу. Он заслужил дом, заботу и любовь. Начался поиск подходящей семьи и условий для реабилитации. И вскоре пес, благодаря усилиям добрых людей, получил возможность начать новую жизнь. Жизнь полной безопасности и тепла. Весна, как всегда, приходит неожиданно. Сначала легкими лучами солнца, затем теплым дыханием, пробуждающим все вокруг. Город, ранее застегнутый в серые и холодные одежды зимы, теперь покрывался яркими цветами и звуками радости. Во дворе, где недавно еще царил запустение и уныние, теперь было все по-другому. Здесь царила атмосфера надежды и любви. Рыжий Тигдатудидласижи, когда-то бездомный и заброшенный пес, стал настоящим членом семьи Лизы. Он уже не боялся выходить на улицу, не прятался в тени и не испытывал голода. Его тело стало крепче, а глаза светлее. Его уголок в квартире был уютным и теплым. Мягкий коврик, игрушки, миска с водой. А рядом любимая подушка, на которой он мог спокойно отдыхать. Лиза и Рыжий стали неразлучными друзьями. Девочка каждое утро встречала его улыбкой, а вечером рассказывала о прошедшем дне. Их связь была глубже, чем простое общение между человеком и животным. Это была настоящая дружба, в которой отражалась любовь, доверие и взаимопонимание. Родители Лизы, которые сначала боялись появления в доме бездомного пса, теперь не представляли жизнь без него. Они рассказывали друзьям и соседям, как этот рыжий герой изменил их семью, научил их ценить простые моменты и верить в чудо. Во дворе, где когда-то все было иначе, теперь стояла памятная табличка. Она напоминала всем прохожим о том, что даже в самых трудных и мрачных уголках жизни может появиться свет. Рыжий стал символом силы духа, надежды и человечности. Однажды вечером, когда солнце клонилось к закату, Лиза и Рыжий сидели у окна. Девочка тихо прошептала: «Знаешь, Рыжий, ты не просто собака. Ты наш герой. Ты — часть нашей семьи. И здесь, дома, ты всегда будешь в безопасности». Пес тихо вздохнул, положил голову ей на колени и закрыл глаза. Он знал. Теперь его больше никогда не оставят одного. Его история превратилась в сказку с счастливым концом, в которой дружба и смелость побеждают все. И в тот момент, когда город погружался в мягкий свет заката, рыжий пес наконец почувствовал себя дома. Навсегда.